нашей поездки с моим молодым человеком в Россию прошел уже целый год, и я все никак не могла собраться, все это скомпоновать вместе. И сейчас мы поехали прокатиться, и я решила рассказать о том, как прошло наше путешествие из Австралии в Москву и в Питер. Если вы смотрите этот канал в первый раз, я Марина из России, и на данный момент живу в Австралии. 请联系乘务员。Янчик. Feel like we're in the future. Look at this car. So Coca-Cola. See, Marcus. Do we need anything? Ladies and gentlemen, your attention please. Good morning. Please remain seated. China Southern Airlines Flight CZ3081. Hello. Together? Yes, together. Наше путешествие в Россию было достаточно, таким нормальным, без происшествий. Мы летели из Брисбена через Китай в Москву, и я летела с молодым человеком, он австралиец, это его был первый раз в России, и мы немножко переживали, как это все пройдет, как он пройдет паспортный контроль, много ли будет вопросов. Но в итоге вообще все прошло замечательно, очень легко, его поприветствовали с улыбкой, пожелали хорошего отдыха. И да, мы прилетели в Москву, и первое, что мы сделали, это поехали в отель и просто отключились, потому что, все-таки длинный перелет, изматывает, и даже не поели, просто проспали несколько часов до следующего дня. Естественно, самое первое, что мы сделали, это поехали на Красную площадь, после того, как выспались. И гуляли там очень много. Мы туда на самом деле возвращались потом еще один раз, то есть мы были там 2 раза, посмотрели ее днем и потом сравнили, гуляли там вечером, когда она была вся освещена огнями. Конечно же, это было очень красиво. И масштабы на самом деле поражают даже меня, человека, который там уже был. И моему парню очень понравилось, много красивых зданий, все такое нарядное. В общем, я не знаю, Красная площадь однозначно стоит того, что там побывать, даже если там уже ты был. К счастью, я смогла встретиться с несколькими своими друзьями. Одни из них даже специально приехали в Москву. Алина, Ваня, привет! Мы также встретились с Наташей, с Таней, с которыми давным-давно не виделись, и это было очень классно. Ребята, как местные, показали нам несколько интересных мест, куда можно сходить, чем можно заняться. И да, мы много-много гуляли. Это было прям круто, конечно, встретиться с теми, кого давно не видел. В Москве удалось встретить тех, кого я хотела так давно увидеть. Вот с Алинкой мы не виделись 5 лет. Нифига не изменилось, да? Ну, конечно, только с Ваней тоже 5 лет не виделись. Идет. Да. Мы жили недалеко от станции метро Павелецкая, и когда мы искали, где остановиться, искали специально в районе центра, в районе вот этого кольца, чтобы все интересное было близко.
И я бы рекомендовала, в принципе, это делать всем, кто едет, потому что на дорогу можно потратить очень много времени. У нас вокруг было много всего, там магазины, кафешки, много шаурмы было вокруг, так что в целом мы не голодали. В своих прогулках по Москве я нашла то, что поможет мне принимать правильное решение. Вот такая монетка. И сейчас я думаю, переезжать в Москву или не переезжать. Окей. Я думаю, что это значит нет. Или, по крайней мере, не сейчас. Ну что ж, буду использовать эту монетку. Я думаю, она мне очень пригодится в жизни. Очень-очень много мы, конечно, гуляли по Москве. В первый день мы прошли около 20 километров. И в конце просто уже настолько болели ноги, что не было сил ни передвигаться, ни что-то снимать. На самом деле мы нахаживали такие расстояния каждый день, потому что посмотреть хочется много. Несмотря на метро и такси, которыми мы пользовались, мы все же очень много гуляли. И это неизбежно, но это стоит того. Естественно, отдельная достопримечательность Москвы, которую мы посмотрели, это метро. Московское метро, оно просто очень красивое, есть много классных станций, и было довольно забавно кататься без какого-то, особого направления, просто вылазить на каких-то красивых станциях. Например, мне запомнилась Комсомольская и Новослободская. Были еще какие-то, но, честно, уже не помню. Мы там все смотрели, фотографировали. Это настоящий музей. Честно говоря, это одно из таких лучших впечатлений, которое было от посещения столицы. Но если есть в кармане пачка сигарет, значит все не так уж плохо на сегодняшний день. И билет на самолет с серебристым крылом, что взлетая оставляет земле лишь тень. Конечно же, мы поехали на Арбат при первой же возможности. Изгуляли там все вдоль и поперек, останавливались во всех сувенирных магазинах, купили шапку. Как уехать без сувенира? Мне очень понравилась стена Виктора Цоя. Вообще, кстати, классная атмосфера царит. Я на Арбате была первый раз, и очень мило и уютно. Мы, конечно же, отправились посмотреть на Москоу-Сити. Небоскребы довольно прикольные. Я сравнивала и с другими сити, где я была. Я бы сказала, они выгодно отличаются, например, там от того же, даже Сиднея. Но в целом меня больше интересовала какая-то другая Москва, более русская часть. После нескольких дней в Москве пришло время отправляться во вторую культурную столицу России, Санкт-Петербург. И для этой цели мы воспользовались Сапсаном. Это было прикольно на нем прокатиться на скоростном поезде. Мы там, конечно же, снова ели, наслаждались видами. Скорость максимальная, которая достигал поезд, была 220 км в час, то, что я заметила. В общем, за 4 часа мы домчались из Москвы в Питер. Ты лучше помолчишь, да? Я лучше помолчу. Вот так вот 8 лет не виделись, да? Да. И встретились в том же месте, в том же городе. Ну да, это Хотя город, где пересекаются пути. Первым делом в Питере я, кстати, снова встретилась со своей подругой Наташей. Мы с ней там прогулялись. О, как классно! Смотри-ка, как полезно ходить с теми, кто... Да, там есть, там хост. Тут чувак с бензопилой.
И потом мы, конечно же, ходили вдоль и поперек по Невскому проспекту, по всяким разным интересным районам, заглядывали во все кафе, магазины, в Дом книги. Очень-очень много мы, конечно же, гуляли. Много гуляли по каналам и рекам. И вообще Питер, я люблю очень Питер. Он очень душевный и, конечно, хотелось бы больше времени, чтобы все там посмотреть. Мы на второй, по-моему, день отправились в Эрмитаж, в музей. Но, честно говоря, уже уровень вот этого насыщения красотой настолько зашкаливал, что мы там очень быстро устали. Мы, честно сказать, не смогли там долго гулять. И потом в этот же день у нас еще была экскурсия по каналам Санкт-Петербурга, где тоже было все невозможно красиво. Но в какой-то момент у меня, знаете, было такое ощущение, что мне достаточно этой красоты. Мне хочется просто где-то отдохнуть, что-нибудь съесть, перестать восхищаться бесконечно этим. Спустя, наверное, час прогулок по Эрмитажу, я не знаю, мы не знаем, где мы находимся, сидим вот в таком зале, очень красивом, и я поняла одну вещь. Есть какое-то определенное количество искусства, которое человек может вынести. И когда ты ходишь и смотришь на одну комнату, которая красивее другой, со всеми этими экспонатами, ты в какой-то момент уже перестаешь это воспринимать, потому что это слишком много красоты. Понимаете, если в английском я бы сказала "There's only as much beauty that person can take". Вот это тот самый случай. И это великолепно. Мне особенно понравились именно покои, тронные залы, вот такие вещи. Еще я хотела найти картину «Блудного сына». Но, честно говоря, я уже не знаю, доберемся ли мы до нее, просто потому что это далеко. Если... Мы приехали в стрелковый центр пострелять из автомата Калашникова. И вот это уже настоящий аттракцион не только для иностранцев, но и для меня. Пострелять из легендарного Калашникова. Только мы будем стрелять из новой версии 2021 года. Я, конечно, не очень разбираюсь во всем этом оружии,
Но будет интересно. Я, конечно, уже так в предвкушении. Никогда этого не делала. И попробуем. Так, спросите, выше, ниже, up или Do you want higher or lower? красная точка, центр мишени? Higher. Выше? Red dot should be in the center. Выше, да, выше. 5. You're pretty good. После нескольких дней в Питере мы арендовали машину и отправились в Выборг. Это было такое очень интересное дорожное путешествие. Мы старались ехать вдоль моря, поближе к природе. Пришло время посмотреть, что же находится за Питером. Помимо осмотра наших больших прекрасных городов, я также хотела включить поездку за город. Я села за руль. Конечно, переживала после вождения в Австралии с левосторонним движением. Дэн только что меня спросил, где мы вообще находимся, куда ты меня привезла. Я сама на самом деле не знаю, как далеко идет эта прогулка и, в общем, где мы конкретно, но я надеюсь, что нам понравится. Вы не поверите, мы увидели такое классное место. Это самое атмосферное шашлычное из всех, которые я когда-либо видела. Вот, они расположены вот здесь вот на дороге. Прямо на машине стоит указатель. А у него здесь мангал, шашлык бараний, свиная шея, куриные крылышки. Так мило, здесь в лесочке оформлено несколько столов, где можно сесть. И вот он сказал, выбирайте любой стол свободный. А так забавно было там, все столы свободные. Вот, видно, что человек старается. И очень интересно, какие шашлычки на вкус. Мы уже очень проголодались. Нам Иван, который готовит шашлык, сразу водки предложил. Но мы, конечно, не отказались. Точнее, я за рулем. Но это наши законы гостеприимства. Australia and Russia. Да, спасибо. Очень-очень вкусно. Вкусно. Ит, мясо. Вкусно? Вкусно. Вчера мы ехали весь день из Санкт-Петербурга в Выборг по пути с остановками в разных интересных местах вдоль берега. Как результат, моего молодого человека укусил клещ, которого мы сейчас сдали в лабораторию на анализ. Go and test his tick. This little fucker. This little bug. Все равно пришлось переключать вот эти краны, все. Вот мы были вчера, но сегодня он его снял. Да, и он сказал, то есть он не был раздутый, то есть как будто бы только впился. И он его прямо вытащил. Прямо даже не Прям сам рукой просто взял, вытащил. Сейчас мы в Выборге, приехали в самый центр, в его историческую часть, в то место, где располагается замок.
И вид на самом деле просто потрясающий. Я ничуть не пожалела, что мы приехали в Выборг. Хотя нас отговаривали, говорили, что лучше побольше времени потратить в Санкт-Петербурге. Честно говоря, я ни капли не пожалела, потому что здесь какая-то совершенно своя атмосфера. И город такой маленький, вот эти везде мощенные мостовые. Ощущение какого-то застывшего времени, небольшого средневековья. Конечно, такой вайб придают еще всякие рестораны в таком стиле рыцарском. Где-то тут ощущаются викинги. В общем, мне очень-очень нравится это место. И сейчас мы пойдем и посмотрим замок. Я уже вижу, как люди идут по мосту, переходят, чтобы туда попасть. Сегодня мы попали на исторический фестиваль, который начинается в 4 часа. Он длится 3 дня. Мы сейчас хотим просто зайти, погулять, посмотреть сам комплекс, сам замок. Я не сильно прям часто делюсь какими-то отелями, местами, где мы останавливаемся, но здесь, в Выборге, мы поселились прямо в очень классных апартаментах, которые я хочу вам показать, и даже напишу, как они называются, потому что квартира прямо супер. Мы ни разу не пожалели, что здесь остановились. Смотрите, люди сидели в этой кафешке где-то, наверное, до 10, может быть, даже до 11 часов. Но классно то, что на самом деле вот из вот этих стен, когда закрываешь окно, практически не слышно. То есть, в принципе, нам они не мешали. Получается, это вход. Здесь такая зона кухни. То есть, по сути, это студия. На кухне есть все необходимое. Мне очень нравится то, что внимание уделили деталям. Даже, например, черная губка для посуды. Все очень стильненько. Сразу покажу ванну. Мы уже ей попользовались, но в целом можно увидеть, как здесь прикольно. Апартаменты новые, ремонт свежий, и хозяин как раз делает еще одни апартаменты прямо рядом. Здесь такое зеркало. Апартаменты называются Jail Apartment, потому что здесь раньше располагалась тюрьма. Ну, такая стилизация. Вот эта вот зона спальни отделена такой занавеской и стеклом. Здесь даже есть, смотрите, что. Эта штука даже играет. Но самое главное – это вид. Это прямо в центре Выборга. Вот эта вот круглая башня с рестораном, ну, мне кажется, это прям самый-самый центр. В общем, рекомендую, если вы когда-то будете в Выборге, от чистого сердца. Здесь куча таких улочек, по которым ты гуляешь, они вот мощенные, мостовые, вот такие. На самом деле по ним не очень удобно гулять, но они создают просто невероятное какое-то уникальное ощущение. И вот какую бы ты улочку ни пошел, везде прямо атмосферно. На каждом углу какая-то харчевня. Интересно, я когда исследовала про Выборг, куда пойти, многие блогеры, которые рассказывали, говорили, что здесь вообще некуда пойти. Есть одна таверна, жутко популярное место, где все толпятся. Но на самом деле здесь просто куча классных, атмосферных мест. Вот одно, вот другое. Я бы в любом из них бы с радостью отобедала. Я помню белые оковы, черная посуда, нас в хрущевке двое. Кто мы, откуда задвигаем шторы, кофеек, плюшки стынут. Объясните теперь нам, актеры, почему я на ней так сдвинут. Мы много ели всяких вкусностей, особенно местной кухни. Я просто объедалась всякими блинчиками, сырниками и борщом. Я не везде снимала,
Мы также ходили вместо грузинской кухни, очень-очень понравилось. Всякие хачапури ели, как-то пытались сравнивать все с Австралией. Вот, кстати, одно интересное сравнение с Австралией. И Австралия в этом плане выигрывает. Здесь, в Австралии, можно попросить воду бесплатно или даже самим себе налить. Это прям такое обязательное правило или то, что идет по умолчанию. В России за воду надо платить. Также мы, кстати, сходили в сетевые магазины, знаменитые «Вкусные точка», в Star Coffee, чтобы как-то сравнить с тем, как это в Австралии. Ну, в общем, честно говоря, я как-то не особо запомнила, например, кофе в Старбаксе. Может быть, он был обычный. Вот. Но было просто интересно походить, посравнивать. В Питере можно купить кофе, где нарисуют ваш портрет. Это называется Сокол кофе и находится прямо на Невском проспекте. И у них также есть еще один филиал, тоже здесь недалеко. В России, конечно, классно то, что магазины открыты до позднего вечера и рестораны. Ты можешь спокойно поесть после 9 часов вечера. В Австралии, как правило, уже только бары, может быть, еще открыты в это время. Нет каких-то круглосуточных магазинов, где можно просто купить себе продуктов, поесть. И в этом плане это, конечно, такой глоток свежего воздуха был для меня. Можно, кстати, купить себе кофе в 11 часов вечера и чувствовать себя абсолютно счастливым. Как истинные шопоголики мы не могли пропустить шопинг и постоянно ходили что в Москве, что в Питере в поисках каких-то интересных элементов одежды, например. К сожалению, не так много всего нашли. Есть всякие локальные местные бренды, да, интересные. Очень много, кстати, вообще с заоблачными просто ценами, дорогих. Очень много люди, оказывается, заказывают на Озоне и на Wildberries. Мало кто реально ходит по магазинам. Еще, кстати, очень классное было такое мероприятие, приключение для иностранца. Это побывать на нашем рынке, вот как они были там в 90-х. Опрашка в Питере. Мы там все вдоль и поперек тоже исходили, просто даже с целью посмотреть, как оно это бывает, поторговаться. Там, конечно же, к нам приставали: купи, то, это. В общем, впечатлений на самом деле осталась масса. Когда меня спрашивают, что тебе нравится больше, Питер или Москва, где тебе больше есть ощущение дома, да, где бы ты хотела жить, я, честно говоря, мне очень трудно сравнивать эти два города. Я оба их люблю. Я считаю, что они разные. И Питер, он такой весь душевный, какой-то, может быть, более где-то уютный, красивый. Ну, нет, хотя Москва тоже красивая. Москва поражает своим масштабом. И как-то, вот, честно говоря, мне реально трудно их сравнивать. Может быть, нет, я не могу выбрать. С некоторыми людьми можно не видеться 8 лет, а потом встретиться, и как будто этих 8 лет нет. Сейчас как раз такой случай. Наташа меня сегодня приехала вообще провожать в аэропорт. Поправка. У нас уже было с тобой в прошлом видео. Поправка. Андерсон. Помнишь это про Питер видео? Наташа меня привезла в аэропорт. Я вообще думала, сейчас на перекладных поеду, там на такси, на Аэроэкспресс. Ну, короче, на чем. А тут мне подфартило, на самом деле. Мы с тобой еще тут вход в терминал искали. Потом было просто, что я поспала. Ничего. Ну, главное, что мы побольше времени провели вместе. Спасибо, очень было классно. Тебе спасибо.